Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer. Меня зовут Евгений, и мы продолжаем играть в Stationers. Выживаем на Марсе. Он работает у нас. Теперь мы ждем урожай и ждем результат сборки, пока его не трогаем. А пока мы, собственно, не трогаем Харви, наша задача дальше заниматься обустройством. Что нам надо сделать? Ну, я думаю, как вариант, пока я растения трогать не буду, пусть они себе растут стабильненько, будем ждать, пока Харви отработает. Вот, мы займемся проверкой очистки воды. Я думаю, это нормальный будет вариант. Нам надо бак для воды. И нам нужны какие-то фильтровальные устройства. Я заберу сначала все, что по воде имеется. Теплообменник пока не буду брать. Передатчик энергии. Регулятор уровня жидкостей. Я думаю, он может пригодиться. Потом вот эту вот бочку возьмем. Кондиционеры. Передатчик энергии, измельчитель, да, это все не надо. Закроем, откроем. Я думаю, можно забрать трубы, так как мы пойдем сейчас в сторону, где у нас стоит газообменники. Я возьму это все с собой. У нас там еще есть изолированное трубное оборудование на жидкость. Наверное, типа такое же, только другое трубное. А это что? Газ. Колпак на газовую трубу. Подожди. Очиститель воды. Ну вот, кстати, очиститель воды я бы посмотрел. Что это за диковинная штука. Надо попробовать его забрать. У меня уже была попытка с ним работать, но я так и не понял, зачем и почему. Брики тут всякие, вон лестницы. Кстати, вот это я выложу, а лестницу возьму. Рельсы там у меня есть. Еще лестница обычная. Что у нас здесь полезного? Вот еще колпаки. Ну и пока что вот еще вот так вот одену. Возьму жидкостный резервуар, мало ли пригодится. Пока все. Ко мне просто места нет. Сейчас мы сходим на улицу. И он там пить хочет. Ну да, надо же попить, конечно. Кто же нас просто так отпустит? Да. Что у нас там? Я привык, что вот я выбегаю с двери, и у меня справа вот здесь батареечки. Да, теперь они у меня еще не справа, а чуть раньше. Мы поменяем. Да, там надо включать да отключать. Довольно быстро накачивается. И углекислый газ тоже довольно быстро уходит. Пока он там качается, раскачивается, кто-то спрашивал о том насчет теплоемкости газов. Газы. Ну вот, у нас есть углекислый газ. Удельная теплоемкость 28,2 джоуля на, я так понимаю, Кельвин. 28,2. Теперь смотрим, допустим, кислород. 21,1. Меньше теплоемкость. Или вода.
72 джоуля на Кельвин. То есть вода, получается, в сжиженном виде самая теплоемкая. Ну и, соответственно, если мы берем одно и то же количество объема, там, я так понимаю, если будет одно и то же количество молей, объема и давления, но разных веществ, то количество тепла, которое может это вещество в себе хранить, зависит вот от этой теплоемкости. Я это так понимаю. Если неправильно, то скажите, пожалуйста, как точнее. Если обычную там вода, пар 72 тоже килоджоуля, джоуля на кило, токсины вот 24, то есть токсины можно даже использовать, нет, не лучше, чем углекислый газ. Получается, углекислый газ у нас самый теплоемкий. Можно, конечно, поискать, посравнивать, хотя вот есть еще закись азота, у нее 37 джоулей на Кельвин. Ее можно еще более использовать эффективнее за теплоемкость. Как-то так. Азот 20. Получается, из самых доступных, которые легко получить, это углекислый газ. Его много. Вот там у нас баллон можно уже заменять. Так, раз. И здесь баллон можно заменить. Два. Я их не буду держать открытыми. Кстати, надо будет программу написать, чтобы эти регуляторы включались только когда действительно нужно, а не всегда и постоянно. Тогда можно будет еще лестницу прицепить. Зачем я взял с собой лестницу? Да, я их взял для того, чтобы поставить хотя бы одну вот сюда. Просто чтобы она не лежала в шкафу, и она мне пригодится. Нормально. Мне цель сделать чистую воду питьевую, подсоединить к себе в систему. У меня есть изолированная жидкостная цистерна. Я здесь повыкладывал частично некоторые вещи. Значит, изолированная жидкостная цистерна станет вот здесь вот правее. Значит, мне надо еще фреймы. 5 штучек, которых у меня нет. Железячки есть. Значит, сбегаю еще за фреймами. И лестницу можно поставить пологую такую. Мне надо еще одна. Что ты нас спустишь, нет? Вот чувство, когда ты стоишь в лифте и ждешь, когда дверь откроется.
Вот у меня 2 фрейма имеется. Что такое? Датчик, дверь. Еще резервуар газовый, сокет, принтер, коннектор. Коннекторы возьму. Бочку возьму тоже. Пригодится сейчас она там. Это что такое? Подождем, пока еще семена будут. Надо позабирать часть вещей. Я думаю, не помешают. Все равно я буду там заниматься газами. Вот у меня есть лестница еще одна. Газы, газы. Да. Так, в автолад. У нас по железу есть железо? Я его вообще не вижу. А, ну понятно, оно вот оно. Да, но у меня здесь 3 грамма только осталось. Получается, мне надо еще железо. А где у меня есть железо? Здесь у меня нет железа. Ну-ка. Уголь. А железа у меня нет. Побежать накопать? Или не побежать накопать? Будто бы много было железа. Но мне пока 2 фрейма хватит, а я пока не буду бежать копать. Суета лишняя. Пшеница, пшеница. Я семена подожду. Сейчас по мелочи всякого поделаем. То, что под рукой давно мусолит. Вот тут мне лестница нужна. Без перил. Бегать вот так. Все по чуть-чуть да понемножку. Надо было бы здесь еще лестницу одну сделать. Ну да ладно. И вот это возьму. Сразу заварим. Дальше надо поставить вот этот резервуар. Коннекторы я пока здесь приземлю. Где там была бочка? Это бочка для воды, она не стакается с обычной бочкой для газа. Трубы изолированные у меня уже нету. Там у нас такие штуковины лежат. Вот пластины со стенками положим. Резервуар. 12 труб.
Вот. Трубы. Пробую вот эту машину поставить, чтобы это не значило. Канистру. Не канистру, а этот большой резервуар. Изолированный. Да, это же изолированный или это что-то другое? Ну-ка. Жидкостная цистерна изолирована, а это просто жидкостная цистерна. Ага. То есть вот эта цистерна у нас еще и водичку охлаждает, я так понимаю. Ну, не страшно то, что она ее охлаждает. Но будем иметь в виду, что нужно будет заниматься этим вопросом. Я так понимаю, вот у меня фильтры. Ну, давай вот тут на этом уровне, да? Это у нас очиститель воды. Он никак не крутится и не переворачивается. Что он из себя вообще представляет? Надо его как-то посмотреть поближе. Очиститель воды. Конечно, он мне по-русски ничего не скажет, да? Да, вот, будем смотреть. Или ликвид, или вот по этим словам. Вот, очиститель воды. Клинс. Мне нравится, как они пишут тут с русскими вставками, с переводом. Очищает, значит, грязную воду. Что такое грязная вода? Ух ты, это прям загрязненная вода, типа полютантами. Это прям отдельное вещество. Чистый лед или грязная вода. Я понял. Значит, грязная вода – это отход производства, который выделяется некоторыми устройствами, использующими воду. Замерзание такой воды образует чистый лед, грязная вода, а испарение – водяной пар, который можно впоследствии сконденсировать и получить воду обратно. Также для этого можно использовать очиститель воды. Значит, это у нас как бы не про фильтрацию воды, это именно об очистителе. Нам сейчас это здесь, может быть, потом пригодится, но в данный момент это не то, что я хочу. А вот эта штука, она может чистить? Она же только газ принимает, да, на вход. Что делать, если у меня, допустим, вот тут в трубе? Да ничего не делать, здесь просто вода. Тогда все проще гораздо. Я заменю просто одну цистерну на другую. Просто так возьму и заменю. Только на изолированную. Где мои трубы? Вот они. Тогда мне насос понадобится сейчас. Или да, насос. Я вот так вот сделаю. Там место останется для каких-нибудь манипуляций. Насосом просто выгоним воду из трубы. Давай всю водичку мне отдай. Когда отдашь, я его перестыкую на изолированную цистерну. Значит, что там у нас? У нас там 35 литров. Стремительно уходит. Да, здесь уже 107-108 литров. Довольно быстро натекает. Ну вот и отлично. Значит, заменим эту цистерну, которую я сюда поставил, на изолированную.
Что у нас здесь в общей трубе сейчас происходит? Есть кислород, азот и вредные вещества. Значит, вот так вот заберем. Не показалось ли это железо? Но мне не показалось, это железо. Да, ну в общем я немножко накопал. Совсем чуть-чуть. Что у нас там в трубе? Пусто уже, да? Мы тогда вкинем вот это вот, то, что накопано. Сейчас он его разберет. Это, кстати, вот у меня здесь я вкинул оксид льда, но появился закись азота и вредные вещества. Это было внутри этой вот машинки, которая разбирает лед. Просто ее когда выключаешь, у нее есть свой объем, вот эти вот 200 литров объема, которые у нее есть. Это как раз то, что она с себя сейчас выдавила. Да, буря. Неприятное событие. Там 1 грамм в литрах. 0,01 литра. Но есть закись азота, которую хочется выгнать. Она, как бы, я не хочу ее терять. Включу. И она теперь еще и здесь, это закись азота. Но это как бы решается. Решается относительно элементарно. Теперь труба соединяется и закись, соответственно... ё-моё, ну я же соединил, да? Я же молодец. Теперь опять эти все объемы между собой перемешал. Сам себе свинью не подсунешь, так никто не подсунет, кроме самого себя. Что там у нас? 20 литров. Придется откачивать еще раз.
Я надеюсь, мне в морду ничего не прилетит сейчас во время бури. Что, давай там пол-литра осталось. Окей, скачал, теперь нужно убрать вот этот резервуар. Для начала отсоединю его просто. Так. Теперь резервуар можно скрутить. Куда его положим? Пока сюда мы его положим. Вот. Ну, а эту штуку теперь можно уже убирать. Ну и азот сам выйдет. Он конденсируется. Или не конденсируется, он испарится в газ вместе с водой. Газ выдавится через вот это устройство. Как бы да, уже он стал газом, этот азот. Постепенно выдавливается. Там, конечно, и вода газообразная выдавливается, да? Нет. Хотя есть там водичка у нас. В трубе, ну она постепенно стечет. Сюда жидкая вода стечет постепенно с этой основной трубы. Как бы естественным образом. А азот выдавится. Будем считать, что задача таким образом пока решена. Теперь мне нужно протянуть трубу. Трубу с водой. Вон туда, в тот уголочек. Я же здесь, конечно же, ничего не вижу. Вот моя труба. Если ее прям напрямую бросить, без вот этих всех кандибоберов, отсюда и вот сюда. Все равно поворачивать и идти туда, в сторону этого, в сторону моих коммуникаций. Тут у меня вот лежит здесь у меня трубы. Можно параллельно пойти. Я так и сделаю. Ровненько выйду. Без суеты. Вот, тут тоже есть длинные. Это удобно. Вообще бесспорно удобно.
Ай, ну она легла сверху, да, вот прям поверх. Мне поверх не очень-то хочется. Давай я ее, наверное, заберу. 8 штук, значит, тратится. На 10-коленчатую трубу у нас 8 штук уходит. Мне надо чуть ниже опуститься. Здесь у меня memory блок для маяка. Ну, я не хочу этот memory блок пока трогать. Я ниже могу там стать? Наверное, нет. Вот так вот сделаю. К этому вопросу позднее вернусь, когда memory блок уберу. Просто колено выровняю. Значит, изолированная жидкостная труба 10 штук. Оставится по факту 8. Удобно. Вот, и туда. Внутрь. Ну, внутрь надо будет сейчас снимать. Снимать эти штуки. Заходите вот таким образом внутрь. Практически идеально. То, что я хотел. Да, такая вот магистраль получается. Только прокладывать ее не всегда удобно. Туда залезу и получу по голове и сломаю себе что-нибудь типа шлема. Критический уровень голода. Да, уже кушать хочется, знаем. Когда провалимся? Ок, провалился аккуратненько. Вот. И пойдем дальше с нашими трубами. Получается, мне вот сюда надо врезаться. Это внешнее, а мне бы, конечно, врезаться во внутреннюю часть. Или она вся цельная у меня? Да, это все цельная труба. Значит, в нее можно и врезаться. Только главное здесь сейчас не прыгать. Можно сломать себе что-нибудь. Костюм попортить. Да и у меня труб не хватит, мне только 10 штук осталось. 2. Здесь мы упираемся в колено. Угу. Тогда надо не 10, надо чуть меньше делать. 5. А здесь надо опускаться. Ну вот, собственно, трубы и закончились. Сейчас 10-ку я туда уже не брошу. Опять, кстати, да. 4 на 5 потратил. Надо еще трубы. И надо вылазить отсюда. Да. Задача частично решена. Больше изолированных труб нет, надо делать. Кушать уже хочется, да?
Ну, тут еще есть что откачивать. Можно, кстати, вот это включить. Сейчас как бахнет электричество. Я все сразу поврубаю. Зато быстро разберет. Я вот думаю, ну да, надо будет программу написать, чтобы они не работали в холостую. Там пошел углекислый газ. Здесь давление должно повышаться. У нас вот включилась автоматика, началась накачка. Кислорода есть немножко, азота и углекислого газа. Откуда? Откуда здесь кислород с азотом? Критический уровень обезвоживания. А я знаю откуда. Или не знаю. Да не, это вот не могло сюда смешаться. Ну, посмотрим, откуда оно там взялось. Возможно, где-то попало. По оранжевой трубе. По нижней оранжевой трубе. Нет, не падай. Что это значит? Здесь у нас только чистый СО2. А вот там ниже в трубе уже, ну, тоже чистый. Значит, и вот в этой трубе должен быть чистый СО2. Да. А, я понял, откуда взялся кислород и азот. Я же дышу. Меня в моем баке, когда я отходы вот эти сбрасываю, Критическое состояние бака отходов. там вот у меня все, вся смесь. Это меняет дело. Так как у меня смесь газов, я их сбрасываю в чистый углекислый газ. Это другая задача. Надо будет перестыковать сброс углекислого газа в грязную трубу. На фильтрацию. Я думал, что мне делать будет нечего, а тут ого-го сколько всего. Вот эта штука не должна идти напрямую. Чистый газ. А должна идти в грязный. Да. Что там у меня? Пить хочешь, есть хочешь, и уже начинаешь умирать. Он его лихорадит как. Что у нас здесь? Покушаем сейчас. Шлемчик только снимем. Высокий уровень голода. Все, покушал. Умирать не собираешься? Паника у него. Того, что он не поел. Так, а здесь у нас что? Пшеница. Это у нас семена. Забираем. Там нету. Ну да, это я еще руками собираю. Мне надо знать, что Харви мой работает.
Ждем, пока созреет. — 95 граммов получилось. Здесь получилось еще 500. Уже у меня, считай, килограмм муки имеется. Мне надо еще поесть будет, да, приготовить себе. Так, без паники. Семена. Семена мы туда положим. Без паники. Значит, мне надо поесть. Для этого надо нарезать 50 штучек. Куда я побежал? Ну вот я привык, что это все в шлюзе. Опа, я аж дернулся. Проводка лопнула. И где? Тут контур лопнул, понятно. Это у нас произошло перепотребление. Больше 5 киловатт. 50. Пусто. Я аж прям реально испугался. Сейчас мы сделаем себе поесть сначала, раз у нас этот работает. Ну да, потому что я же фильтры оставил включенные. Они там все вместе 5 киловатт и набрали. Плюс вот включился охладитель. Система у нас немножечко накрылась медным тазом. Да, спокойно кушаем и идем восстанавливать электричество. Все, поел, попил. Фильтр заканчивается. Это срочно проверить, что у меня здесь по фильтрам. Пустые. Это все пустые, надо будет их в утилизатор закинуть. Вопрос, где перегорело? Надо предохранитель где-то будет ставить. Ладно. Все по порядку. Еще больше напряжения не включаем. Надо повыключать часть вот этой вот напруги всякой. Все по порядку. Я же потерялся. Ага, мне фильтры нужны. Для этого мне надо... я не включу сейчас эту штуку. Она может сгореть. Ладно, доживем на фильтрах на этих. Оделся. Пойти выключить фильтры, которые тянут электрику. Сначала я их вот повырубаю.
Теперь надо искать, где порвалось. Вот порвалось. Надеюсь, только в одном месте. И раз у меня здесь все может быть нестабильно, надо предохранитель повесить. Как временное, но быстрое решение. Я прям аж забыл, что я хотел. Эта штука работает. Идет накачка. Кстати, насчет давления. Надо посмотреть, сколько изолированная труба держит. На самом деле. Не налистаю, да? Ну почему налистаю? Вот у нас изолированная труба. Объем 10 литров. Шесть целых 7 кило... 6,07 килопаскаля будет, да? Значит, надо скорректировать. Ну и в принципе 6 оно будет нормально все. Не буду корректировать. Вот у нас 6. Шел сброс, автоматика сработала. Надо гистерезис увеличить в программе. Потому что так она будет бесконечно накачивать и сбрасывать. Это уже будет не экономия. Это первый момент. И второй момент, вот эту трубу надо сразу, пока я здесь ковыряюсь, переставить. Вот она. У нас вот эта вот штука. Эта вот штука, надо ее пустить в фиолетовую. Одной из первоочередных задач. Труба эта грязная. Здесь надо увеличить объем вот этого участка, потому что его мало будет для работы. И гистерезис увеличить. Это будет уже на следующую серию. Сейчас я банально не успею. Короче, я зашился в мелких делах на базе. Но тоже их надо делать. Никуда не денешься. Что-то где-то я увижу, подстраиваю, настраиваю, адаптируюсь. Здесь надо обязательно объем увеличить, потому что вот этот вот маленький кусочек трубы, он не будет нормально держать. И гистерезис увеличить. Сделать здесь не 6,6, а, например, 6,50 на 6. Какой-то запас сделать для люфта. Еще он не работает. Этот работает. В первую очередь надо объем изменить, увеличить. За счет чего я могу его увеличить? Поставить банально бочку с коннектором.
Самый простой вариант. Что у нас здесь произошло? Ты высадил нам, да? 7 было, 8. Куда делись? Добытые растения. Ага, вот они сверху лежат. Собрал. Раз, два, три, четыре, пять. А где семена? Неужели в себя положил и оставил? Или не собрал? Должны быть еще пачка семян в этом всем. Она ж никуда не улетела. Да, она не улетела. Ну, собирает. Собирает, собирает. А что? К чему? Надо будет разбираться, где мои семена. 5 штучек собрал, да? Неплохо. — 25 граммов. Ну что, сборщик Харвестер работает. Вопрос, почему он семена... Вопрос, он их вообще собирает или не собирает. Я не нашел пачку с семенами. Куда она могла деться? Ну, могла куда-нибудь закатиться, конечно. Новые высаживает, обычные собирает. По поводу семян надо будет проверить. Еще раз код пересмотреть, убедиться. Что, время эфира у меня закончилось. Дорогой друг, спасибо, что был со мной на этом эфире. Я благодарен тебе за твои лайки, комментарии и подписку. Приходи на следующий эфир завтра. Сейчас я это все сохраняю.